Всем привет! Рада вам на своем канале Карина Клаб, канале о вязании и не только. На своем канале я уже показывала уроки по вязанию некоторых сумочек. Шестигранной, мини, джуна и даже рассказала, как вязать сумочку на фермуаре. Но все эти сумочки объединяет одна интересная вещь. У всех этих сумочек фурнитура покупная, не вязаная, будь то из натуральной кожи, будь то из кожезаменителя или даже металлическая. И я прекрасно знаю, что иногда бывают моменты, когда сумочка нужна сейчас и сразу. Нет фурнитуры, подходящей, допустим, по фактуре, по размеру, по цвету, а изделие край как нужно. Или вариант, что просто хочу вязаную сумку от и до. А как вязать ручки для сумочек, я вам до сих пор не показала. Это мой огромный пробел, и сегодня мы его с вами восполним. Я вам покажу несколько вариантов вязания ручек для ваших красивых сумочек. Узкие, потолще, плоские, объемные. И я надеюсь, что этот урок будет для вас очень полезен. Вы его обязательно просмотрите и примените в своих изделиях. И не забывайте, что все так же жду от вас комментариев. Напишите в них, интересен ли вам такой комбинационный урок, когда вы видите не только мои говорящие руки, но иногда и мою говорящую голову. Или, Карин, не экспериментируй. Обязательно буду рада вашим лайкам. И подписывайтесь на мой канал. У нас с вами будет очень много всего интересного. И чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик. Вы сразу узнаете о том, что у Карины вышел новый ролик. А пока не будем терять времени и приступим к вязанию наших ручек. Какие-то уроки вы, может быть, уже видели ранее у других мастериц, но я решила все собрать в одном месте, тоже для вашего удобства. Итак, не теряем времени, пошли вязать. Итак, ручка номер 1. Наверное, самая простая, тонкая, но от этого не менее необходимая для детских сумочек, для сумочек кроссбоди малого формата. Она вяжется так же, как мы набираем с вами первые наборные петли для донышек наших сумочек. Для этого мы оставляем с двух сторон кончики той длины, которую вы собираетесь вязать сумочку, умноженную как минимум на 4. Итак, приступим. Я не уточняю, каким шнуром я буду вязать, каким крючком я буду вязать. Вы вяжите тем, которым вы вязали вашу сумочку и который вам необходим. Вытаскиваем наружу петельку. Берем любой из кончиков, они у нас с вами одинаковой длины. И провязываем петельку. Вот таким образом. Теперь вторую ниточку накидываем на крючок. Берем снова первую и провязываем ее через те две ниточки, которые на крючке. Провязали. Снова накидываем на крючок ниточку и второй провязываем. Накидываем, провязываем 2. Накидываем, провязываем 2. Казалось бы, ручка крайне простая. Крайне. И здесь даже иногда бывает не нужен карабин. Можно сразу привязать к телу сумки или, допустим, оставить хвостик, которым вы можете привязать к сумочке вашу ручку. Но здесь главная хитрость в том, чтобы вязать не торопясь и соблюдать равное натяжение. Видите? Чтобы ваши косички были все равномерно одинаковые. Давайте еще разочек накинули до той длины, да, которая нам необходима, чтобы у вас выровнялись обе ваши ниточки. Только потом провязали, накинули, обе вместе провязали. И вот из ваших двух кончиков, буквально, да, в один шажок, у нас получается вот такая симпатичная ручечка. Так она выглядит с этой стороны. Так она выглядит с лица. По-моему, это чудесный вариант. И имейте в виду, что она, в принципе, гутоперчивая, то есть она так растяжима. Вот, поэтому, если вы сильно нагрузите ручку, сумочку,
то она у вас немножечко подвытянется. Это тоже имейте в виду при определении длины. И вот таким образом вы вяжете вашу ручку необходимой длины, и потом с обратной стороны либо просто закрепляете, убираете, да, либо крепите ко второму карабину. Вот вам первый вариант ручечки для сумки. Вот так она выглядит. Тот способ, который мы сейчас с вами рассмотрим, он очень часто используется мастерицами, и называется он узкая гусеничка. Взяли карабинчик с нешироким ушком, потому что в него нам надо будет с вами провязать всего лишь 2 столбика. Заводим в карабин крючок, подхватываем ниточку вперед, сзади их перекрещиваем, чтобы у нас петелька зафиксировалась, и провязываем первый столбик, придерживая вот таким образом свободный кончик, чтобы он был вдоль карабинчика. Подхватываем еще раз ниточку и провязываем второй столбик. Вот у нас наши 2 столбика на карабинчике. Пока этот хвостик оставляем свободным, мы его впоследствии будем закреплять. 2 столбика провязаны. Поворачиваем вот таким образом наше вязание. Подхватываем вот эту перемычечку, которую мы видим. В нее провязываем столбик и 2 вместе. Таким же образом опять поворачиваем изделие, все время поворачивать ручку в одном направлении, изнутри наружу. Вот таким образом. Повернули, мы здесь видим уже 2 дужки. Подобие подцепили, протянули ниточку. У вас их 2 на крючке, выровняли, провязали. Изнутри наружу, развернули, подцепили 2 перемычки, протянули ниточку, вытянули, 2 вместе, провязали. Развернули, подцепили, вытянули, провязали. И так, поворачивая все время в одном направлении, делая ваши столбики одной длины, не торопитесь. Здесь важна не гонка, а красота и аккуратность. Вы вяжете вашу гусеничку. Потом этот хвостик аккуратненько спрячете в вязание и уберете. И таким же образом, протаскивая через следующий карабинчик, вы эту вашу ручечку зафиксируете на втором карабине, на ответном. И так еще раз подцепили, вытянули, провязали. Вот такая красивая, уже не тянущаяся, она прямо жесткая, зафиксированная. Вот какой длины вы свяжете, у нее толеранс будет, ну, максимум 2 сантиметра. Она очень и очень плотная. Вяжу хлопчатобумажным шнуром без сердечника. Вот она прямо плотная-плотная. И вы посмотрите, она не такая уж и плоская. Она достаточно объемная ручечка. Не перекручивается, очень хорошо себя ведет в небольших сумочках и идеально лежит на плече. Функции свои выполняет железобетонно. Это у нас с вами узкая гусеничка. Надеюсь, вы ее тоже примените. Раз у нас была с вами узкая гусеничка, значит, все говорит о том, что будет и широкая. А она действительно будет. Взяла с более плоским, да, широким дужком карабинчик, завожу в него крючок, достаю петельку, перекрещиваю между собой сзади хвостики, прокладываю вдоль карабинчика вот таким образом, провязываю первый столбик, следом, придерживая и ввязывая кончик, провязываю второй столбик и также провязываю третий столбик. Этот хвостик мы потом с вами будем прятать. Разворачиваем наше вязание также изнутри наружу, не провязывая, обратили внимание, никакого подъемного столбика. Я вхожу сразу во второй, который средний у нас с вами из 3, вытаскиваю, провязываю столбик, захожу вот сюда под перемычечку, самый первый, который мы набирали, вытаскиваю и провязываю
еще один столбик. Разворачиваю наше изделие снова таким же образом. В средний провязываю столбик, а здесь перед нами уже образовались 2 перемычечки. Также под них подхватываю, вытаскиваю, провязываю 2 вместе. Также разворачиваю, провязываю центральный столбик столбиком без накида. Дохожу до наших крайних 2 перемычечек, их подхватываю, вытаскиваю через них ниточку и провязываю еще раз. Разворачиваю вязание и продолжаю вязать. Средний провязываем, в крайние 2 перемычки цепляем, вытягиваем и провязываем вместе. Разворачиваем, центральный провязываем столбик, хватаемся за 2 крайние перемычки, которые у нас образовались, через них вытаскиваем ниточку и снова провязываем. И таким образом, поворачивая все время в одном и том же направлении, провязывая центральный столбик и провязывая столбик в крайние 2 перемычки, мы с вами наращиваем длину нашей ручки до той, которая вам необходима. Этот вариант ремня тоже очень плотный, малорастяжимый, он более плоский и может быть рассчитан уже для сумочек средних размеров. Если вы будете вязать, допустим, 5-м шнуром, то он у вас выдержит и 10 килограмм. Шнуры эти очень плотные получаются. Все просто зависит от комфорта, чтобы, главное, не впивалось к вам ни в плечо, ни в кисть. И вот еще разочек сейчас с вами пройдем один рядок, и я вам покажу, что же у нас на выходе получается. Итак, повернули изнутри наружу, центральный провязали столбиком без накида, схватились за крайние 2 перемычечки, через них вытащили ниточку и провязали еще один столбик. И посмотрите, что у нас в итоге получается. Вот такая плотнючая, крепкая ручечка с очень симпатичными ажурненькими боковушечками у нас с вами получается. Ну, шедевр. И называется он «Широкая гусеница». Сейчас мы с вами свяжем плоскую и чуть пошире ручечку для того, чтобы как бы крупную достаточно сумку посадить на плечо. Также захватываем, как в предыдущих уроках, нашу ниточку, провязываем первый столбик и сюда же провязываем еще 3. Итого у нас получится с вами 4 столбика. Провязали. Вот здесь мы делаем петлю подъема, разворачиваем наше изделие. Над первым столбиком у нас петля подъема, мы его уже, считается, провязали. Входим во второй, провязываем столбик без накида. Входим в третий, провязываем столбик без накида. И чтобы у нас с вами был ровный край у нашего ремешка, входим еще вот сюда. Показываю еще раз. Вот, я расколола. И здесь у нас осталась буквально перемычечка. И провязываем 4-й столбик. Делаем петлю подъема, разворачиваем. Над первым у нас с вами уже провязан столбик. Входим сразу во второй, провязываем в третий, провязываем столбик без накида и вот сюда вкалываем и провязываем 4-й. И делаем петлю подъема. Разворачиваем наше изделие. Здесь у нас уже провязано. Входим во второй, в третий. И вот раскалываем между вот этой перемычечкой и вот этой. Вот сюда входим и провязываем 4-й. Делаем петлю подъема. Если вам покажется ширина такого ремешка недостаточной, то вы набираете на более широкий карабин большее количество столбиков. 5, 6.
Шире 7 я не вязала. Это получается уже ременище. Даже при 4-миллиметровом шнуре. Петля подъема. Развернули. Над первым провязано. Входим во второй. Провязываем 3 столбика. Первый. Второй. И вот сюда вам уже показывает вязание 4. И делаем петлю подъема. Вот такой аккуратный, плотный ремешок у вас будет получаться для более крупных сумочек, которые уже, скорее всего, не кроссбоди, а на плечо. И вот этот вот кончик вы потом аккуратненько спрячете. Как вы это сделаете? Входим под перемычки провязанного первого ряда вот таким образом. Подхватываем нашу ниточку и ее протаскиваем в эту сторону под перемычку. И под столбики второго ряда. Вот таким образом вы прячете ваш кончик, если он у вас не из полиэфирного шнура, и просто обрезаете. Если шнур полиэфирный, то мы помним, что мы можем его надрезать. Давайте сделаем, да? Надрезом. Подпалить зажигалкой. И намертво приклеить к основанию. Вот таким образом. И продолжаете дальше вязать ваш ремень той длины, который вам нужен. Еще раз повторимся. Над первым столбиком у нас петля подъема. Входим во второй. Провязываем столбик без накида. Третий. И обязательно не забываем 4-й крайний. И петля подъема. Вот такой ремешок широкий, насколько вы наберете, да? Ну, я предлагаю все-таки ограничиваться 7 столбиками. Вы вяжете ваш ремень для более крупной сумочки. Тут я как-то вязала рюкзак, торбу, и мне нужна была утяжка, чтобы она была как бы не плоская в сечении, стягивала само горлышко рюкзака и была петельками для его ношения. Какой я применила способ для этой утяжки? Показываю. Набираем с вами цепочку из 4 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, 4. Здесь у нас с вами уже есть петелька. Входим во вторую, вытягиваем, входим в третью, вытягиваем, входим в 4 и тоже вытягиваем. У нас с вами вытянутые 4 петли на крючке. Что мы делаем? Зажимая первые 3, мы вытаскиваем из них крючок, подхватываем рабочую нитку, провязываем первый, эти прижимаем, чтобы они не распустились. Входим в следующий, провязываем его, в 3, провязываем его, и в 4 провязываем 4. 4 снова ниточки у нас с вами на крючке. 3 зажали пальцами, вытащили аккуратненько крючок, провязали первый столбик, провязали второй, 3 и 4. У вас снова 4 ниточки на крючке. Зажали пальчиком, из 3 вытащили и снова пошли по кругу. Провязали второй, не торопясь, не путая их по очередности, делая вытяжки петелек одной длины. Вы вяжете аккуратненько такого вида ручку. Вытащили из 3 и поехали по кругу. Сейчас я на ускоренном варианте провяжу несколько рядов и покажу конечный вариант нашей с вами ручки утяжки. Вяжу
И вот смотрите, что у нас в итоге получается. Вот такой замкнутый по кругу шнур, который становится круглым, плотным, крепким. Этот кончик я потом спрячу обязательно сюда вовнутрь, между нашими провязанными столбиками. Вот такой оригинальный шнурок у вас получается. И я его, еще раз скажу, использовала для утяжки сумки рюкзака, торбы рюкзака. То есть стянула верхнюю часть, и потом они уже служат лямками для этого рюкзака. Но имейте в виду, он достаточно эластичный и хорошо тянется. Поэтому я внутри рюкзака оставила кончики, которыми можно длину этой утяжки, ручки, не знаю, шнура регулировать. Вот такой еще один вариант я предлагаю вам взять к себе на вооружение. Будем сейчас с вами вязать очередной вариант ручки, ремешка. Вытаскиваем петельку из карабина, перекрещиваем сзади наши 2 ниточки. Эту кладем вдоль дужки, кончик наш, и провязываем первый столбик без накида. Опять входим, ввязывая наш кончик в карабин, и провязываем второй. Далее третий. Всего у нас их должно быть 6. Четвертый. Сюда же 5. И сюда же 6. Вот так плотненько они у вас в эту дужку войдут. Разворачиваем наши изделия. И сейчас мы эту ручку с вами будем скруглять. Но сначала один рядок мы провяжем просто столбиками без накида. Делаем петлю подъема и провязываем 6 столбиков. Первая это была петля подъема, и еще 5. 3, 4, 5, и вот сюда в крайнюю косичку 6. Снова поворачиваем, и сейчас мы эту с вами ручку будем замыкать в круг. Как мы это будем делать? Идем в начало нашего ряда, цепляем вот так вот за первый столбик и провязываем его. Потом за второй и провязываем. За третий и провязываем. И так, цепляясь за наши края, вот за эти перемычечки, просто соединительными столбиками, вот таким образом, мы с вами, поднимаясь наверх, будем наращивать нашу круглую ручку. В каждом ряду у нас будет по 6 таких столбичков. И вот так вот по кругу, аккуратненько поднимаясь, не пропуская перемычки, мы с вами вяжем нашу ручку той длины, которая нам необходима. Сейчас я на ускоренном провяжу несколько рядов и покажу вам, к чему мы должны прийти. И вот посмотрите, какой плотный жгутик у нас с вами получается. Он круглый в сечении, потому что мы вяжем по спирали и по кругу. Толстенький, плотненький. Вот такой жгут у нас получается. Далее, что я сделаю? Я этим хвостиком стяну начало своего вязания. Вот таким образом. В принципе, по идее, вы можете этот жгут начать вязать не сразу привязав к карабину,
а потом его пришить, допустим, гобеленовой ниточкой. Ну, я предпочитаю как бы трудности, вы это знаете. Вот, и решила, что пришью его к карабину сразу. И вот после стягивания с тыльной стороны, когда я закреплю, у меня как бы получается, что уже ручка крепится на карабине жестко. Да? И вот такой жгут я буду продолжать вязать той длины, которой я захочу. По-моему, очень интересный вариант ручки. Очередной вариант в этом уроке, он будет последним, 7-й. Рассмотрим вязание очень интересной ручки, которая вам пригодится и для рюкзаков, и для сумочек. Также перекрещиваем сзади, вытаскиваем первую ниточку, провязываем первый столбик, кладем кончик, который у нас остался вдоль карабинчика, и провязываем сюда еще 3 столбика. Всего у нас их должно быть 4. Разворачиваем наше вязание. И в самый первый столбик мы с вами провяжем после петли подъема полустолбик с накидом. Входим в первый столбик, вытаскиваем ниточку и все 3, которые на крючке, провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петельки. Снова делаем накид, входим в дужку второго столбика, протаскиваем ниточку и все 3 провязываем вместе и делаем 2 воздушные петельки. Наше изделие естественным образом развернулось, и здесь перед нами открылась вот такая вот галочка. Провязав 2 воздушные петельки, мы делаем накид. Входим в эту галочку, вытаскиваем из нее ниточку и снова провязываем полустолбик. То есть все 3 ниточки на крючке провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петельки, провязываем, делаем накид, снова разворачиваем изделие, находим галочку, которая выходит из этой перемычки в этой стороне, входим в нее, вытаскиваем и провязываем полустолбик. 2 петли подъема, накидываем, разворачиваем и видим под перемычечкой над ней снова галочку, цепляем за нее, протаскиваем и провязываем все 3 вместе. Снова 2 петли подъема, накидываем, разворачиваем вязание и опять вот над перемычечкой галочка, в нее входим, вытаскиваем ниточку и провязываем все 3 вместе. Сейчас я на ускоренном провяжу немножечко вперед и покажу, что из этого узора у нас с вами должно получиться. Вот такой красивый и необычный ремень у нас с вами получается, как бы вот перекрещенные, да, между собой 2 косички. Этот хвостик мы потом спрячем, а эту ручку вы вяжете той длины, которая вам нужна. Весь узор состоит из 2 воздушных петелек, накида, разворота изделия, входа вот в эту косичку и провязывание в нее полустолбика с накидом, то есть 3 вместе. Очень красивый и несложный узор, а ручка получается необыкновенной, интересной. И сразу скажу, что она достаточно растяжима. Вот такую еще ручку я предлагаю вам взять в свой арсенал. Ну что, друзья, я была права. Вы не зря потратили несколько минут на просмотр этого ролика.
Я больше чем уверена, что хотя бы один из способов для вас был новым, и вы обязательно захотите его применить в вашем следующем шедевре. Ну а Карина, как обычно, ждет от вас лайков, комментариев и убедительно вас прошу, не забывайте подписываться на мой канал. Многое пропустите. А пока творим радость себе, окружающим, вашим друзьям и лично для себя. Это так увлекательно. А я с вами не прощаюсь. До скорых уроков. Пока-пока!